Что происходит в этой игре? Почему медведь возвращается? Что? Почему? Почему? Он даже бежит, я не понимаю. Они же не так должны действовать. Он возвращается обратно. Ну, либо я совсем в эпохе уже не разбираюсь, но я первый раз такое вижу. Это вообще что-то, какое-то поведение другое. Я есть Грут. Я должен охранять эту точку. Знаете, есть такой типаж игроков, которые ни себе, ни людям. Они мешают играть врагу и создают хаос. Один из таких это мистер Картменес, игрок из Америки, который наиграл уже 10 тысяч матчей. И у него на самом деле очень много матчей именно за бирманцев. Что же, собственно говоря, происходит? Ну, во-первых, он берет жителя одного, да, во-первых, он бирманцы, то есть он максимально уже бесит, да. Он берет одного жителя и идет на форвард, начинает какой-то хаос делать. Плюс он играет серым цветом, подозрительно, да. Явно вот какое-то бесилово начинается. Скаут пытается разведать, да, релики уже видны, поэтому примерно предполагает, где что. Здесь нападение на медведя, но лум уже прокачан. То есть это его стратегия, которую он делает из раза в раз. Играет он в основном на Бирме, мейнит Бирму. В целом у него 10 тысяч игр, это где-то топ-30 мира по количеству игр, топ-25 может. Кстати, вау, он возвращает крестьянку, что, собственно говоря, происходит. Но давайте обратим внимание на рейтинг игроков. Да это же легенда детского рейтинга. Ха-ха, его свинья не выпускает жителя, немножко прошелся вместе с ней. Ну, здесь понятно. Картменес, так как напала медведица на крестьяночку, решил поменять их местами и вышел другим крестом. Соответственно, да. И он, кстати, до сих пор, но он знает, что где-то здесь враг. Он не может быть слишком близко вот так вот к реликам, да, он где-то снизу. И он абсолютно прав. Рейтинги действительно около 800. Кстати, его соперник Ангнли, блин, ну сложновато, мужик, сложновато. Играет на вьетнамцах и знает, где враг, но только вот, опа, домик. Хорошо, мы строим домик, мы, соответственно, чилим. Здесь у нас какое развитие идет? Так, крестьянка уходит, скорее всего, на лесопилку. Окей. Подожди, а кто подгнал оленя, мужик? Ах ты задрот! Вау, ничего себе он запарился. То есть крестьянка, возвращаясь, подогнала целого оленя. Ну, неплохо, неплохо. Не случайно это мув, да? Слушайте, довольно прикольно. Здесь он все сбросил, лесок. Здоровски, здоровски. Давайте смотреть, что он придумает дальше. Так, здесь, в принципе, кабанчики нормалды умирают. Человек без лума, но, возможно, красный уже заметил, что, да, начинается какой-то хаос. Выходит он наружу, или как будто не заметил. Что-то не заметил вообще. Крестьянин мог бы и быть, если был бы чуть пошустрее, то зашел бы. Ну, по классике работает, да? Заволивает оба ворота. И казалось бы, зачем ты это делаешь, да? Ну, это же элементарно, Ватсон. Это же элементарно. Самое главное, это то, что ты бесишь. Ты, ну, то есть у тебя был какой-то план, план закончен. Вот куда крестьянка пошла, да? Все, ворот нет. Соответственно, хочешь выйти? Пожалуйста. Либо ты вынужден бить домики, да, либо удалять стены. Против Гота выгодно так делать. Или Полоса, кстати. Но он, соответственно, открывает свои ворота. 3 жителя. Скаут нападает на скаут снаружи. Так, а здесь что? Аванпост. Поглядываем на развитие. Никто вроде крестьян не сливал. Тут что-то туда-сюда ходят кресты. Он видит вообще своего кабана? Да, видит, видит. Так, ну в принципе, то есть Картменес играет так постоянно. И, в принципе, он знает, что примерно делать. И здесь, на самом деле, домик он, скорее всего, не удержит. Попытка крестьянами помочь, но надо успеть разрушить дом, это получается. Дом довольно слабое здание в темной эпохе. Но вот здесь, ну, кстати, спасает своего скаута, по идее, да? И Картмен сливает своего. Неприятно, и дом, и скаут. Итак, айдлы у нас 46 секунд и 26 секунд, в принципе. Кстати, Ангнли сделал таки тоже качество. Здесь он заволил аванпост, то есть вы понимаете, да? И идет на следующий дом. Операция вышла неплохая. Погнали, погнали. Как будто бы у Картмена за план такой, заволить врага, что-то типа, и забрать релики, что-то такое. Но здесь уже можно вычиниваться, правильно ведь, да? Будем что-то делать. Мы будем что-то делать. У него что, леса не было, не хватало? Ну, сейчас 25 леса есть, он туда делает домики. Какой-то план! Скаут. Скаут раненый, а крестьянин с лумом. И просто как батя заходит на аренку.
Заходит. Издевается над оппонентом, ржет просто. Приколите, просто арену зашел крестом. И сдох. В общем, чел играет по кайфу. Да, вот от стратегии, короче, идут. Вы понимаете, что происходит? Я не понимаю, это и прекрасно. Хорошо, где-то вот курочки, но курочки только лишь в центре. Так, тут 3 оленя, здесь 2, соответственно. Он запутал мужика, реально. То есть, фишка картменеджа в том, что, так, ты там выбрал Вьетнам, у тебя там билд, все, ты сейчас выполнишь, и тут начнется какой-то хаос, да, и все, и ты спутал карты. А картменеджу это нормально. Но смотрим, что дальше. Ангнли выпускает вожителя наружу, и я не понимаю, что он делает. Будет какую-то халяву искать, да? И он, видите, он уже не делает фасткасл. Он на 20 жителях что-то уже куда-то бежит, уже непонятно, что происходит. А здесь, кстати, another one. Приходит еще раз делать домики. Так. Вот эти домики, чтобы зайти внутрь. Мало ли, проскочит внутрь незамеченным, начнет что делать. Я не понимаю, мне кажется, чувак уже что-то тут на тильте. Что он будет делать, вообще непонятно. Так, здесь у него шахты на камне нет, хотя мне так показалось. Вторая лесопилка, что-то чуваки ходят, вообще непонятно. Непонятно. А Картмена, сделает ли он фасткасл? 22 жителя, переход. Ну, как будто бы нет. Аванпост. И завол домика. Это... Я не знаю, зачем это надо. Я не понимаю. Я не понимаю. Англи ищет врага же, конечно, он же не знает. Он его ищет. Но не понял откуда. Ну вот уже понятно, что вроде начал же дом отсюда делать, правильно? Потом сюда. Значит, где-то там. Или что он ищет, я не понимаю. Кур, что ли? Нашел медведя? Нашел медведя. Ну ладно, у вьетнамца так-то есть экономические бонусы. Так, Картменес там начинает дальше бесить. Экономические бонусы заключаются в том, что экономические апгрейды прокачиваются в 2 раза быстрее, плюс они не стоят вообще леса. То есть здесь у нас быстренький топорик за 100. Оп, Prestige Double X. Да, ну тут у нас, конечно, новый Capture Age. Он очень много чего показывает. Оп, навел. Да, можно посмотреть, что ТЦшки видны. Это на стартовая ратуша видна, да. Как бы экономический апгрейд не стоит леса. И прокачивается быстро. Так, ну что, куча домов, да. Блин, ну очень удобная, конечно, штука. Здесь уникальные юниты, здесь командные бонусы. Очень суперски сделали, просто топ. Хорошо. 3 аванпоста. Каждый аванпост вообще-то стоит 25 леса. Так, здесь у нас поджираются олени, кстати. Совсем их заигнорил Ангри. Что он тут делает? Он просто типа, он реально, он сбился, он совсем не понимает, что-то ходит, 2 минуты айдла. Ему бы, блин, он вообще на тильте. Я понимаю, что, конечно, рейтинг 800 не самый большой, но он реально потерялся что-то вообще. Вот сейчас начинает фермы сеть, но без хомута, к сожалению. Так, здесь снова крест идет дальше. Попытка поставить все-таки барак. Хорошо, у Картменеджа здесь, конечно, не фасткасл. Золото он сзади добывает. Так, строительство продолжается. Ну все, за тобой идет наблюдение. Ага, дозорчик прокачал, отлично. Ух ты, аванпосты далеко видят. Феодалки с дозором. Вау. Вау. Как-то очень далеко, как будто. Ну что? Так, а здесь крестьянин-то снаружи один остался. Забавно. Так, ну что, только не начинай делать каких-нибудь пик, пожалуйста, выход на золото. Ну, кстати, Англи может здесь на самом деле сделать прикольный мув там, да, не удалять свои ворота, да, а сделать дополнительные ворота, даже вот такие вот угловые, красивые, в принципе, либо, ну, вот просто такие. И тогда придется все заволивать. Хорошо, смотрим, у нас ребята развиваются. Посты. Снова медведь. И здесь надо все-таки с ним подраться. Надо начинать драться, иначе ты ему просто проиграешь. Нет реакции. Так, здесь вышел таки. Делает 2 пики. Вышка еще, господи. Блин, он потеряет этого креста, мне кажется. Что? Please help. Злые вьетнамские пики. Вышка, он реально вышку ставит. То есть тема Картменеджа, в принципе, работает. По добытым ресурсам он на самом деле отстает. Интересно, да? Кстати, топорик на халяву уже апнулся. Серьезно, поджог?
Берманцу на халяву апается. Поджог, чтобы у пик было бонусный урон, да, не единичка, а теперь аж троечка по зданиям и разрушить это, да. Ну все, тут чувак, может, за квиквол сделает. Просто разведка. Ну он хотя бы базу нашел, да? Ну наконец-то. Наконец-то хоть что-то. Боже, зачем делать аванпост плюс аванпост? Чтобы... Что? Чтобы максимально бесить. Но мы видим с вами, что у Картменеза... А Картменез, наверное, увидел эту тему, да? Он такой, что ты тут умираешь? Окей. Вау! Он X дает. А, 19 даже этого не видел. Куча домов, и на кузнице как будто бы готовимся. Топорик бы ему прокачать, действительно, это было бы очень... О, топорик. Тачку. Хорошо, пики, что дальше? Он действительно сделал 4 пики с поджогом, господи. И он делает хомут только сейчас, но вот тачку делает, хорош. Так. Ты еще живой? Да. Ты еще живой. Так, здесь 2 домика. Неужели готовит огромную какую-то стенку? Иксует, говорит, я все вижу. Нифига, он реально видит, что это ванпоста, да? Ты на камне у нас. Хорошо, здесь доделывается тачка в 2 раза быстрее. Но берманец в следующую эпоху идет. Так. Стоп, чего? Что происходит в этой игре? Почему медведь возвращается? Что? Почему? Почему? Он даже бежит, я не понимаю. Они же не так должны действовать. Он возвращается обратно. Ну, либо я совсем в эпохе уже не разбираюсь, но я первый раз такое вижу. Это вообще что-то, какое-то поведение другое. Я есть Грут. Я должен охранять эту точку. Вы понимаете, что это такое? Я не понимаю, что это такое. Серьезно. Плюс аванпосты как будто реально далеко видят. Как будто эфиопские. Ну ладно, нормально, нормально. Ладно. Окей, у Картменеза уже есть на замок, да. В принципе, он даже прокачал апгрейд на камень. Как будто бы будет замок делать. Так. Now you're free. Выходим, мужики. 5 пиков. 5 пиков. Так, а где здесь крестьянин? Серый цвет тоже специально взят, чтобы быть незаметным. Так, разрушить все. Разрушить. Так, ну, как же там поздно и криво фермы были засеяны все-таки как-то, да? Ну, плюс олени тоже влияют. Вообще не может перейти. Здесь, ну, он пик продолжает делать, который еду стоит. Так, а здесь что? Ребята что-то немножко ферму начали делать. Сразу вторая пила прокачана на халяву. Хорошо, еще у берманца есть отличные монастыри. Но можно... Ага. 3 тала удалил, не 4. И выходит. И думает. Надо подумать, как грамотно замок поставить, либо это не замок. Я вообще не знаю, что сейчас будет. Чудо. Где пики, собственно, просто здесь стоят. Аванпост. Ладно. Слушайте, ну у него почти на 2 замка. Монастырь в итоге в дырку. Кресты здесь. Но он видит этих пик, да, и не парится. Так, здесь крестьянка тоже ванпосты. Красавчики, куча томов, просто миллиард, уже на 90 лимита. Вообще-то говоря, если так задуматься, так, осадка сначала. Угу. Понимаете, что происходит, да? Он хочет поставить замок агрессивно, но для этого нужно сделать какие-то темы монахов, вот. И может что-то из осадки. Скорпионы, например. Так вот. Так вот, да. Блин, о чем я еще хотел сказать? Что в целом вьетнамец таки контрит неплохо берманца, да? У него лучники очень сильные с дополнительным хп. И так как у берманца у нас отсутствует даже 2-я, ну и 3-я броня, то им довольно непросто будет справляться. Можно пытаться арамбоями справиться, но там имперские скирмы, например. Ну и есть тоже пушки, в общем-то забавно. Так, здесь крестьянка такая, ладно, я все поняла. Скорпион под себя стрелять не может. Ну что, здесь, кстати, сразу релик тырится. Так, пики, кстати, могут убить много домов, но замок идет агрессивный. Будет чинить, да, 4 креста на вычинивание. ХП на монахов. Апгрейд в 2 раза дешевле у берманца в монастыре. Поэтому удобно. Так, ну только сейчас переходит на 23-й минуте нажать замки. Да, конечно. Да. Угу. Ну, Картменес на самом деле ничего толком не апает, правильно? Вот он апнул только камень, да? И золото, и камень, окей.
Но пилы ему на шар удались. И, в принципе, замок. Что дальше? Ну, у него уже есть на второй замок, на самом деле. Лесопилку обновил. Здесь, может, шахту хочет. Релики может все потихонечку собирать. Не знаю, тут куда он пошел. Медведя того искать. Так, и замок автоматически не будет никуда стрелять. Ему надо назначить, если вы хотите стенку пробить. Да. Ух ты, пошел лапать. Все, вьетнамец, что-то все подряд. У него уже 7 пик, еще делает 2. Надеется как-то ими отыграть. Так, здесь делается вообще таран, но замок не стреляет. И Арамбаев тоже не делается. Что происходит? Крестьяне уходят далеко назад. Можно было здесь золото пожрать, но очень много камня хочет Картмен. Tell me why. Петарды! Мне нравится, как Картменс просто вообще по кайфу играет. Просто. Какие-то вот реально... Какие-то домики, какие-то рандомные абсолютно действия. Я раньше, помню, так тоже любил играть. Да, в принципе, сейчас был бы не против, если бы это работало. Я бы играл. Рандомные действия, вперед. Рандомные решения. Так, вот здесь будет интересно. Опа! Телепорт Скорпиона? Я же говорю, на этой карте что-то не то. Нили! Что по пэсфайдингу? Опа! Вот ну, классно, блин, из подвышки. А можно так от анаграфа уворачиваться еще? Вот это прикол. Эх. Ну, убил от этого, наверное. Скорпион, конечно, что еще? Оружие. Так, зато таран. Разведывательный таран. А тут, конечно, полный вижен у Картмена, да? Абсолютно. Англии ему будет делать замок или нет? В общем-то, непонятно. Делать вторую атаку, но пик самих не апает. Так, здесь вышка. Подождите, петарды масятся. Что происходит? Сейчас у обоих опять на 2 замка будет камня. Вот это низкий рейтинг, когда камня больше, чем других остальных ресурсов, даже вместе взятых. Это называется профессиональный рейтинг, в общем. Класс. Ну, про айкапу сейчас не забывают Англи. И давайте посмотрим. У него по ресурсам добыто больше, ребята. Да. Да и крестьян больше. Да и в целом, Картмена здесь вкладывается больше в агрессию. Экономика у него второстепенная. Она какая-то есть. Тут прикольная заболенная крестьянка. Но в целом, да, релики. Релики уже 5-й идет за 5-м реликом. Вот же он. Кстати, получится. Ну и готовится Redemption, да, чтобы вербовать, конвертить здание. А здесь таки апается пика. Что ж, 15 пик вообще-то не совсем шутка, да? Здесь причем лечить, я так понимаю, пик. Так, форвард монастырь. Угу. У обоих есть на 2 замка, да? У Картменза будет скоро на 3 замка. Так, ну вот это уже выглядит не так... бесполезно. Хотя как-то под замком они сольются легко. Какой мув следующий? Так, аванпост? О, конверт аванпостов. Это серьезное решение. Это да. Ну, окей. Из засадки сделано было 2 тра. Я просто не понимаю, типа, ну, видно, что Картмен ждет петарды, типа, он хочет взорвать все. Он просто играет в петарды. Это гениально. Так, стрельбище. Хорош. Стрельбище. Так, вьетнамец злится. Он не понимает, что это за технологии монашеские. Он такой, так. Я знаю, что есть пики, а все остальное ты мне не надо. Тут. Так, ворота. Дом. Ну, блин, он прям типа задр, да? На самом деле. Но он не смурф, он играет просто вот так вот. Ну, он какой-то такой вот непонятный чел, но очень много игр. Там он был в какой-то момент 1100 рейтингом, но в целом у него вот такой рейтинг стабильный. Как сейчас, примерно 800. Здесь что, монах... Так, барак конвертится. Ну, видите, замок таки ставится, да? Креста таки запинали. Ну, там пики так хорошо апнуты, на самом деле. Очень хорошо. Полностью апнуты они. Так, и здесь... Вот видите, что-то Картменес не доконтроливает, сливает Скорпиона, не убегает под замок. А здесь петарды, но он их не показывает. Сразу минус 2. Петарды не показывает. Еще один замок. Ну все! Англии как будто бы задафывается. Петарды будем выпускать 7 штук. Надо 8, чтобы взорвать замок, но можно основание замка взорвать. Кстати, какими-то зонами люди играют. Я вообще не понимаю, что происходит. Собственно, вторая стрела. 2000, там уже вообще прям просто камня. Просто он... сожрет весь камень на карте. Ну вот, нейтральный камень жрет. Сейчас камня осталось сколько? Ну, еще 3700, еще нормально. Здесь можно пожрать. Как бы... Хорошо, ну и что теперь? Now what?
Мы видим стрельбище. Будет ли он ротангов делать, собственно говоря? Как будто бы готовит апгрейды, пока не делает юнитов. Но здесь что-то, что все-таки кресты пошли вперед, да? Добавляются тараны, а петард 8. Так, но мы знаем прикол, да? Что петарды и монахи, их нельзя поместить в таран, да? Это было бы прикольно посадить таран, привести и взорвать. Но такая механика, это уже too much. Это уже слишком. Дополнительный барак, дополнительный выход на камень. Так. Ну что, у Англии стабилизировался. Только сейчас вопрос, что этот чувак придумает. Потому что совсем непонятно. Даже баллистика есть, это очень важный апгрейд, конечно, чтобы замки не промахивались. Это очень важно. Так, тачку готовит. Боже мой. Крестьяне, типа, могут сесть... Они там могут сесть в таран. Так. Ставить замок по двумя замками и присылать тараны. Проблема в том, что тут очень сильно апнуты пики, мы помним, +2/+2. Начинают ставить замок, не разрушается, монах куда-то уходит туда. Непонятно, здесь монах вообще вышел. Петарды просто сидят дальше. То есть тараны просто загоняются под замок, но они умрут, да? Но в это время важный тайл ставится, и ничего стреляющего у Англи нету, поэтому он не может как-то отменить этот замок, но может побежать туда. Ой-ой-ой-ой-ой. Но тут квиквой, ну блин, ну это жестко, честно говоря. Это уже жестко. И еще один, то есть человек владеет этим искусством, да? Ну и на самом деле имбы, их 2 стрелы прокачаны. То есть 2 стрелы было тоже прокачано, поэтому это удача. И замок таки он достроит. Тут под шумок бараки конвертятся. Посмотрите на эту стенку еще. Лоу, обратил внимание. Монахов, кстати, тоже немало. Импы смог нажать на своей небольшой экономике, на самом деле. А там, ребята, чувак не прохлаждается, а бумит в 90 крестьян уже. Замок готов. Прекрасно. Так, но... Опа, 8 петард. Что они делают? Прячутся в таран. Замок. Ну что? Теперь, кажется, становится более понятно, что происходит, да? Так... Пикараж бирманский. Точно, он наконвертил бараков, делает пик бирманских, у которых на халяву есть атака. +1 за каждую эпоху, начиная с феодала. И теперь он смог поставить близкий замок и выходит петардами, и уже вблизи замок не успевает. Он вообще, поняли? Он его на таран забайтил и минус замок в моменте просто. Как разрушить, как вот 2 замка, как будто бы невозможно разрушить без требов, да? Легко просто. Ставишь замок, петарды, выманил тараном, да, стрелы от замка. Здесь еще пики рашут. И Англи... Такой, what the fuck? Блин, вот эту тему, это вообще тема. Вот он за это шарит, это просто не первый раз он это делал, я смотрел несколько игр его, и да. Но, по-моему, это такая самая, ну, конечно, я не смотрел 10 тысяч игр этого игрока, но это мне очень понравилось, очень трэш. Но мы смотрим дальше. Человек делает скирма. Здесь, конечно, без баллистики пока что Картменес, но все равно справляются его замки. Петарды еще сидят, он добавляет петард? Нет, он уже перешел в имперскую эпоху. А вот Англию, ну что у него, 100 крестьян, куча всего. Вторую тачку, кстати, делает сейчас, еще куча бараков. Как будто он выходит с кирмопики, еще активно торгует золотом. Так, 450 камня, ну что, будет ли покупать замок или кого, или надо чинить? Монетку делает Картменес, так, ну да, соответственно, трибушет, с более заднего замка монетку. Вьетнамец что-то угорает, типа, блин, что происходит? Слушайте, ну серьезные апы здесь, дальность на монахов, еще 3-я стрела. Но немножечко Картмен сейчас так, ему бы замками продвигаться как будто, а он этого не делает. Тут же камень скоро закончится весь. Ну, подбешивает, да, в 2 раза меньше крестьян, ребята, поэтому импы нажаты, да ладно, а где? А сзади импы нажаты, так что все ок. 3 ратуши Англи. Так, а Картменес, в принципе, в одну ратушу играть, не особо там крестов делает, он уже весь в пуше. Релики, кстати, 5-0, 1700 голды они уже принесли. Ну и знаете, я вам скажу так, что непонятно. Он, конечно, отменяет здесь все, да? Он 4 барака сконвертил, господи. Зажимает Англи, но золото он может добывать. Но здесь идет прорывочка. Так, трибушеты пока немножечко тупят, но, в принципе, нормально. Не хватает баллистики, но очень много ресурсов у Картмена уже, опять же, 3-я пила уже есть. То есть вот эти лесорубы, они супер эффективно работают здесь. В целом, вообще у него экономика, то есть маленькая, но, в принципе, засетапленная хорошо. Наш человек, короче. Мне такие подходят. Так, минус замок, но он делает другой в защиту золота. Ага.
И чё? Ой, монахов можно слить. Но реагирует. Так, ну это уже слишком. Прям под трибушетами ставить. Конечно, я понимаю, что место заканчивается. Но, видите, не зря он так домики ставил. Почти 200 лимитов разблокировал. Так, а человек-то в импах будет, да? Это значит, что? Во-первых, он сразу получит conscription, да? На халяву прокачивается. Вот он. Все юниты, кроме юнитов из засадки, делаются на 33% быстрее. В принципе, сейчас вьетнамец может заспамиться. Петарды до сих пор 2 живут. То сейчас пойдет спам пиков, да, может алибарду апнет. Еще и капы заказал первым делом. Еще и трибушеты сразу делать. Вопрос в том, что надо только чинить, а камня добывать негде там монахи. Первый рамбой. Какой-то хаос начинается. Баллистики нету, поэтому на самом деле эти пики могут зайти. Броня делается на целую минуту. Один монах тут сильно не справится. Замок, который не достреливает. Тут чуваки не помогают. И пики же убьют, получается, да? Но вопрос в том, что не чинит Ангри свой замок. Вышел один трибушет. Поздно спохватился. И очень поздно спохватился. Чуть-чуть раньше бы замок бы выжил, родил бы там 3 трибушета. Хорошо. Выпилил чуваков. А здесь сейчас посмотрим. Пики, конечно, не алибарды. То есть такие повезло, что баллистики нету у картменеза. Так, ну начинается жесткая схватка. Плюс 70 крестов. У вьетнамца, да? У него остался один трибушет. Это довольно забавно. Что он там конвертит? Я вот ты даже не видишь, да, из-за серого цвета. Где, что, когда. Но в такую пачку приятно стрелять. Работами они точно куда-то попадут. Мисклик в оленя. Вот почему он их не убивал. Мало ли что случится. Может, они помогут в дефе. Они немножко помогают. Но активно миклит картменес, да. И на самом деле 2 замка плюс арамботы все размикривает. Арамбоев он потерял буквально штуки 2, как будто бы. Монахи, да нет, ну не унижай его настолько. Прошу тебя. Он обязан сейчас поржать. Но он трепся конвертил вот просто. Просто плотную. Но это уже дизастрич какой-то. Это уже дизмораль. Человека просто места нету. Но он вообще-то у него все еще. Он очень много пик делает. Он бы мог скирмов делать. Ему просто нету места, нету вот этого. И уже это уходит просто. Окей. Картменес действительно не делает ни одного креста. И здесь как будто бы монахи немножко запивили. Там 4 конверта у этого мужика. Конвертов очень много вообще. То есть очень сильно контролит картменес. Немножко относительно забивая на экономику. То есть пытается пиков конвертить, но... 4 конверта. Офигеть. Офигеть. Так. Он... Я просто не могу с этого бреда. То есть он умудрился поставить эти... Не, я даже не обратил внимания. А как он их поставил, да? То есть пока трибушеты были заняты чем-то замком, да, он ставил стрельбище тут. А тот, картменезу было пофиг, он такой, окей, ладно, я их заберу, боже мой, это издевательство просто, честно говоря, над здравым смыслом. Так, ну хорошо. Ну, это смешно. То есть он сейчас наделает скирмов прямо отсюда, да? То есть пик каких-то феодальных делает скирмов, теперь просто издевательство идет. Ну, ресурсов очень много, на самом деле, у картменеза. Может он себе позволить всякие вещи. Но отметим, что... У Ангри, блин, просто на 12 тысяч больше добытых ресурсов. То есть он богатый, но у него нет места. Так, свой же трибушет запинывает вьетнамец. Так, здесь какая-то слонюшня. Да, 2 трибушета отходят. Очень сильно баллистики не хватает картменезу, да, ну, в принципе, побольше замков. Здесь, в принципе, нормально, кстати, требует спокойно выжили. Здесь конюшня, слонюшня как будто бы достроится. Очень много лесорубов, тут экапы очень сильные еще, да. То есть все экапы есть у вьетнамцев, то есть он тут в этом плане хорош. Но то, что он отдал стрельбище... Окей. Я этого не видел. Жесть. Так, а это для чего? Непонятно. То есть, так он может бесконечный пик делать, в принципе. Ему бы еще скирмов делать, ведь имперский скирм довольно жесткая тема против арамбаев, да и монахов. Это то, что нужно здесь было бы. Апгрейдов, правда, нету. Но кузница, кстати, до сих пор живет. Вот, смотрите, он дальше идет конвертить, дальше домик, все конвертит. Релики уже под 3000 принесли. Наконец-то хотя бы алибарда. Это все-таки такой геймченджер, да, там 40 алибард превратить, 40 пик в 40 алибард. Трибушет, что, как он вообще выжил? Ну, сейчас его убьют, видимо, да? Монах не может лечить трибушета, ты бы мог помочь, да? Ну, вот, сейчас. Бам, по леспилке. Хорошо, а вот с алибардами уже намного опаснее, да? Потому что пару раз моргнул, и все, они съедают арамботов, да? 60 хп на них всего лишь, тоже они не особо тут прокачанные сильно. То есть тут надо микрить прям совсем аккуратней. Ну, вроде пока получается. Ух, вот это пот. Ну, картменес доживает до элитного арамбоя, как бы, да. Почему бы и нет.
Спушивается еще ратуша. Таким образом остается только одна. 110 крестьян. Он, кстати, их не заказывает. Так, ну... Сейчас станут элитными. Ну-ка. Как вы делаете это? Оба! Надели шляпки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда кресты пошли? Куда кресты пошли? Почему? Значит, ну, супер хаос, конечно. Тяжело Англии справиться с этим диким хаосом. Но наконец-то он додумался сделать это, да? Как бы. Он вышел из зоны комфорта. Он вышел и говорит, нет, я буду играть теперь здесь. Иди нафиг, скаут. Да, он хорош. Он выходит, правда, опять делает здесь еще. Но вот здесь. Проблема в том, что Картменес видит, блин, всю карту, да, как бы. Но он везде делает здания, наконец-то. Он понял, что, да в конце концов, богатый я или нет, Буратино. Ну, в конце концов, непонятно. К сожалению, у вьетнамца нет последнего апа на атаку для алибард. Но это связано с тем, чтобы не были суперсильные слоны. Потому что так-то вьетнамские слоны очень сильные. Плюс 100 здоровья у них за коронку. Где тут монах? Видите, конвертит. Продолжает конвертить, но не так уже сильно получается. Форвард какой-то монастырь, это уже непонятно, чтобы что, еще больше монах. Золото, кстати, вот реально, одна чувиха на золоте чисто. То есть, ну это идет какой-то бред. Лесорубов несметное количество, арамбои стоят, да. Но вот, оп, -1, да, седла не хватает здесь все-таки. Ну что ж, неужели Imperial Skirmisher? Уникальный апгрейд, который делает скирмов еще более ультимативными. На самом деле, ну как бы скирмы не начинают контрить коней, но у них прям повышается урон. То есть становится не тройкой, а четверкой. Повышается броня от стрел, не четверкой, пятеркой. Ну, плюс ХП дополнительно, имперского скирма, дай бонус. В общем, в целом норм. Но важно, что они даже, на самом деле, по пушкам наносят не единичку урона, а целую 2. Ну, если со всей прокачкой. Если ты играешь первой стрелой, то, конечно, да. Печально. Благо баллистика есть. Так, требы. Слушайте, а Картменес разве не отдает игру сейчас? Просто ему теперь надо справляться одновременно с этим. Блин. 216 бараков пытается построить. То есть ему надо успевать справляться со всем. Так, ну все. Заканчиваются ратуши. У вьетнамца их нету. Крестьян он уже натерял 40-вушку тоже, да? Как же приятно, что релики работают. Это довольно важная стратегия здесь. Важный момент в стратегии, я бы сказал. Так, уже ты до универа добрался. Вообще, я не вижу, кто именно где, но я вижу рынок конверсии. Но вот он идет на универ. Хорошо. А универ нужен. Так, делается седло, плюс 20 хп, какие-то скауты. Окей. Здесь не хватает сил Картменезу отбиться. Так, ну что? Но пошел рейд в крестьян. Ой, чувак пошел делать. Видите, кузницу сделал, надо... Ой, все. Уходят все. Просто выделил абсолютно всех и убегает. Даже под требованиями, под замками убегать. Все, просто. Замок, да ладно. Накупил камни, накупил камни. Ой, нет, ты что? Жесть. Элитный арамбой. Ой, по крестьям уже равенство. Но! Теперь 70 армий есть у Англии. Да, интересно. Из кирмы, пожалуйста, с баллистикой. Но, конечно же, там ни химии, ни третьей стрелы. Универчик. Бирманский становится. Вторая тачка от бирманца. Окей. Так, ну вот тут забавно, да. Сразу пушится, блин, замок тоже неприятно максимально. Экономики практически нету, на самом деле. Он просто убежал крестьянами. Ну, хотя бы тут есть золото, ягоды, лес. То есть много строит, но, по-моему, уже слишком много строит. А ну-ка, попался. Немножечко здесь арамбоев потерял. Так. Да, тут скирмы немножко дают прикурить. Правда, вот эти не подошли. Они... Что они делают? Свои же здания лупарят, которые с конверсиями, да? Да, снова теряет замок, и больше камней нет, Арамбай все еще здесь есть. Блин, ты же сконвертил универ. Делать свой все-таки. Не догадался использовать сконверчены. Странно. Ну что, бирманский, если... Слушайте, ну, понятно, по лимиту огромно нравится, но армии 80 просто, то есть намасился наконец-то. Вьетнамец? И здесь уже Картменезу надо что-то придумывать. Минус трибушет.
И даже третью стрелу доделывает. Оу, парень, полегче. А парень-то не из простых. Потеет вьетнамец. Ему дома, правда, забирают. И это будет проблемой. Будет проблемой. Скирмы имперские стоят, им пофиг, они двигаются. Замок в них не может попасть из-за отсутствия баллистики. Боже, как он строит. Как он строит тут. Раньше надо было строить. Посмотрите, как потел. Перестраивал лесопилки, да? Два абсолютно, конечно, разных игрока в этом плане. Макро и микро, грубо говоря. Здесь скирмы сливаются. Трибушет один остался. Я так понимаю, он вообще там лечится, да? Но травы, наверное, лечебные не прокачивал, чтобы в 6 раз быстрее, на 500, плюс 500%, в 6 раз быстрее лечился бы. Так, что-то мы тут удалили. Дальше конвертим. Минус трибучей. Ну и так как Артмена забил делать крестов, да, то, в общем-то, у него не все круто. А здесь, смотрите, две ратши перестроены. То есть очень быстро перестроился. Единственное, что замком запирает тут продакшн. И еще замок потратился на замки. Но армии очень много. Так, действительно, всех жителей увел отсюда. Выгнал. Посмотрите, да, сколько здесь золота можно еще хавать. Гляньте на это. А вот камень уже спорный. Жалко, что он потерял этот замок, да, нет, но ему надо сделать химию пушки, разве что вьетнамцу, или как? Стадного тарана у нас нема, а вот пушки разве что. Так, ну скапливаются рамбай. Чик-чик-чик-чик-чик, элиточки, блин, погнали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, все равно опасно. Вроде выдержали. Если бы одновременно скирмы подошли, это другой вопрос. Так. Крестьянка вроде работает. Да есть место. Ну как, места под фермой не сильно много, но он продакшена уже налепил столько, да? А еды все, не осталось. Сюда бы вернуться, но хрен ты вернешься. Злые пики, злые монахи. Ладно, кто-то будет делать какие-то осадки? Заказана пушка. Требушеты отказываемся делать. Так, наконец-то мы тут что-то откопали крестьянку. Ух ты, кстати, а чувачок-то все-таки, смотрите, запаривается. Просто туда качать лес. Хорош. Ну, добытые ресурсы, посмотрите. Типа 50 тысяч на 70 тысяч. Разница большая. И это еще релики ему 5 тысяч принесли. Так было бы вообще поменьше. Так. Ну, алибарды полностью вкачаны. А вот скирмы... химии им будет не хватать, конечно. Ну и последней брони. Так, 600 камня покупают. Ну все, Англи понимает, что нужен замок, да? Нужен замок и копить трибушеты как-то. Единственное, что он постоянно вот какие-то куски армии отдает, да? И вот даже пушку не смог забрать. Жестко. И не может из-за этого так намаситься, да? И на самом деле армии уже даже меньше. Перемасить его. Снова вернуться на 80 армии. Вот сюда замушек. Берманец без баллистики, это классика. Зачем арамбаем баллистика, если они беркосые? Все равно, блин. Если они будут пытаться стрелять туда, куда чел бежит, но он же все равно не попадет. Ну, типа, ты же все равно косой. Ну, хотя, вот сколько у них точность тут? 30%, да? У элитного. У неэлитного сколько там? 5%? Но, да, точность ему не нужна. В общем-то, когда их стреляет большая пачка в большую пачку. Да. Скирмы. Наш выбор. Да что там, блин, постоянно конвертится? Бесконечные домики, посмотрите. То есть чувак поставил замок, и ему не хватает домов, потому что их забирает мужик. Как же он бесит, блин. Он меня прикалывает реально. И он уже возвращается, кстати, в конце концов, он биться с кирмами. Да. Мучительная смерть. Давайте даже чуть-чуть ускорим. Так, ну посмотрим. В принципе, здесь идет осада. Ага, на замок. То есть он сделал замок, а трибушетов не делает. Я вот этого не могу понять. То есть что? Замок спушивается. С домами вроде относительно разобрался. Хотя там продолжается. Все. Золота, камня нету. Убивает дома. Скопил скирмов. Так, монахи бесючие. Скирмов 52, да? А здесь легкая кавалерия. 4000 еды, блин. Чувак просто не тратил. Смотрите, да? На 200 юнитов больше убил.
Хотя кресты спокойно на фермах работают. Так, забавно, забавно. Монахи золото стоят, в принципе. Опа! Я посмотрел на бой имперских скирмов против арамбаев. Догадываюсь, чем он закончится, но... Ладно. Увернулся, как бы. Или не особо, походу. Пушки могут навалять. Так, и он с кермами идет защищать своих тех крестьян, которые привел. Думаю, ща разберемся. Ща разберемся. Опа. Ух ты, переводит их на лесопилку, грамотно. Так, арамбаями тут... Ага, идите сюда. Ну, арамбаев скопил много, реально. 3-4. Непонятно уже, чем крыть особо. Ну, хотя с кермом... Блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все отменяется. Еще домики забираются. И это будет проблемой снова. Скоро. Кстати, он не вкачал Illumination, да? Чтобы быстрее мана возвращалась на конверты. Так. Должен быть решающий бой где-то. Свой же универ. Но возвращается на базу. Здесь много ферм. Тут уже начинаются какие-то скауты дурацкие без брони. На самом деле вообще бред. Картмены что-то подкупил камушка и думает... Так, начинает трейдить. Еще один замок. Уже немножко на фермы, на продакшн посерьезней. Дичь. Дичь. Видите, он всегда под шумок так действует. Засылает какой-то рейд и одновременно с этим ставит таран, чтобы мужик даже такой, ой-ой, так у меня рейды, тут проблемы, и он может даже не видит этого, да? То же самое было там с петардами. То есть хитрый. Максимально. Хитрый. Но мне кажется, здесь парфянку не докачал. Кстати, химия у Картменеза есть, это важно, да? Плюс единичка урона арамбаем. Но вот этого тут не хватает, конечно. Ем. Ну, скорость, по крайней мере, на арамбайф есть. Хорошо. Непонятно. Эти скирмы не могут, блин, ни с чем разобраться. Но не догадывается англиш, что надо химию, конечно, качать ему и несколько пушек пытаться делать и охранять их аккуратно. Снова все конвертится, замок достраивается. Здесь на самом деле есть 2 пушки. И выглядит все очень-очень печально. Все еще по лимиту больше здесь. И он очень много еще скирмов может сделать. Он может выйти в 100 скирмов. Но замки, понимаете, как он его отзвонил? Просто жесть. Как выбраться отсюда? Я не знаю. Ап на гусаров. С запасом тут уже Картмен сыграет. Выносится ратуша. Давайте, наверное, немножечко ускорим. Апгрейд на кавалеров даже идет. Но вот алибарды масятся. Так. Походу, готовится финальный бой. Опять он в домике попадает в проблемы. Конченые монахи. Так. Опять же, он, видите, просто, как же он его переигрывает все-таки. Он пытается убить пушку, но замечает Картменес, отводит пушку, да, он ее убил. Вот, блин, скирмы просто под замком стоят, точнее, под 2 замками не стоят. То есть замки тут убивают колосса. Блин, сколько они убили юнитов, посчитайте, да, 215. 215. Это 22 убил, это 26. Какой замок убил больше всех? 11. Вот это, да, 139 юнитов. Понял! Понял. 10 тысяч лес. Как? Это вам не это. Перестраивают бедные домики, но там конвертятся они. Ни хера не получается. Остается 1 пушка. Скирмы уже просто стали лесными охранниками. Здесь, смотрите, он пытается что-то забулиться, что-то максимально подговнить. Арамбай совсем справлять. Ну-ка, здесь посмотрим. Опять же, надо, чтобы скирмы одновременно атаковали как-то. Так, здесь пики слишком узко. Тут еще могут монахи немножко подхилять, но это такое себе. И вот здесь, в принципе, скирмы, если бы их было чуть-чуть больше. А ну-ка, если он не будет микать, то он отходит. Видите, основной стрел там может там 4 арамба и такое. Да. А вот здесь направляются гусары на скирмов. Понятненько. В общем, мы уже видим, что здесь каточка, наверное, зарешалась. Домики перестраиваются, но когда у тебя уже и релики, и моб-контроль, и больше лимиты, уже гусары, да, в принципе, ты разменивался в разы лучше, чем вьетнамец. И здесь он его уже просто заспамит.
Что ж ты, парень? Без химии. Универ забрали. Он ему все конвертит просто. Но вьетнамец не сдается. Он не может поверить. И только в самый последний момент. Когда он не, ну, он уже думает, блин, да ладно. Только сейчас он тратит ресурсы в ноль, когда уже осталось, когда уже ничего не осталось. Делает из себя, выжимает армию. Все еще она больше у него, все еще она у него опасная, но выбраться он не может. Не может. И у него бесконечно... Я не знаю, сколько он ему домов забрал. Даже просто. Ну, возможно, штук 30. Реально. Он издевается. Кстати, пушки подставились. Нету лимита. Ты ничего не можешь делать. Скирмы не делаются. Арамбай не нападают, они просто тебя отзонивают. Но, блин, стоит это должно вьетнамцу, он не сдается вообще, несмотря абсолютно ни на что. У меня куча леса. Домики делать, он буквально под замком их делает. Мужик, подумай. Сложно, конечно. Тут еще монахи в замке почему-то сидят. 6000 золота. Релики принесли уже практически 8000. Но у него ратуш нет, у него крестьян. Вот, 19 крестьян больше не будет. Кстати, последнюю броню на скирмов можно апнуть. Прямо сейчас. 17 крестьян. Может пойти замок выпилить просто. Так. 13 крестьян. Домики продолжают уменьшаться. Все, что осталось, это 50 скирмов. Так, 4 креста. Где-то здесь. 50 скирмов. Пошли. Можно еще заказать. Ну, конечно же, это уже агония. Давайте посмотрим, как закончится игра. Может, Картмен сдастся? Мне нравится, как он его не убивает, этих скирмов. Он просто типа такой, ну давай, все, пошел. Иди. И чувак такой просто, не можешь поверить, он просто идет куда-то. Он такой, все, я должен тебя таки зарашить. 3 креста осталось. Теперь мы в заказе. Ну домиков нет, больше. Вот тот монастырь. Так. Злые скирмы вышли. Просто. Так. Но нету химии, как жаль. Была бы химия, урон 4+4, это забей. Опять же. А тут, кстати, гусары вообще же ни хрена не апнутые по броне. Ну-ка. О! Пойдет. Чё? Что там происходит, мы уже и не знаем. Ну, ничего не происходит. 3 мужика рубят лес. Не факт, что мужика. Так. Что их тут завалят вообще? Ну, скирмы могут себя задефать. Алибарды Чумер не успел на него нажать. Здесь забытый герой. Без ГГ ливает и... Да, все понятно. Вот такой вот матч. И на самом деле, сразу после этого матча они встретились еще раз. Там что-то ржали. Там тоже была прикольная катка, но не такая эпичная. Мне особенно понравился мув, на самом деле, которым вообще можно взять на заметку. Это когда человек сидит замками в дефе, да? И поставить агрессивно на него замок, попытаться как-то. Это сложно сделать, конечно, нужно прикрытие. Засунуть туда петарды и уже пробросить петарды, короче. Это прикольный мув может быть, на самом деле. В целом. Да, и вот это вот бесение, вот эти монахи, которые конвертят дома, вот как он его бесил, да, домами, всем подряд, просто раздражитель вот такой на бирманцах, то есть максимально, я думаю, на бирманцах только такие люди играют, потому что Цива про то, чтобы выбесить, да. Ну, соответственно, АПМы, кстати, у них окейные. И в какой-то момент показалось, что Англи может камбэкнуть. Мне показалось так. Было много крестов, много армий. Было. Но не смог, не получилось. Рабаи выдержали удар. Ровно КД-2. Ровно в 2 раза больше юнитов убито. Здорово. Здание уничтожено 92. Но, блин, 108 конвертов. И это, походу, без учета домиков, там, зданий еще. Армии было больше, да, действительно. Экономика. Ну вот, тут догонял уже Картмен, да, больше. Камни, золото, конечно, да. Ну, леса выкачал. То есть жестко. Релики, конечно, принесли. До хрена всего. Вот такого легендушка я вам нашел.
Обязательно пишите что-нибудь в комментах, почему медведь был вот такой, а не сякой, почему он вернулся. Нужны ли еще искать чувачков, легенд низкого рейтинга. Ну, у меня есть еще один, ну, будем искать еще, если это кому-то нужно. Все, всем удачи, всем пока.